Здравствуйте, меня зовут Анна, и сегодня я хотела вам рассказать о том, какие ритуалы провожу уважаемой Инги. Какой результат я получила? На канале я несколько лет, а ритуалы и заговоры я читаю каждый день. Ну, потому что они не только уже, сказать, нравятся, ты видишь, какой результат они дают. Вот. Давайте я вам выборочно расскажу до знакомства с каналом «Ведьмина изба». Что у меня было? Я потеряла все, и так как я живу в Москве, то для меня была на тот момент неподъемная сумма оплатить за интернет 800 рублей. Когда я познакомилась с каналом «Ведьмина изба», начала проводить ритуалы, работы, появилась, соответственно, у меня подработка. Сейчас вот вспомнила заговор ведьмы Анеи. Когда я, помню, прочитала его, на следующий день у меня появилась подработка, которая долгое время меня кормила. И там еще были хорошие чаевые на этой подработке. Заговор Дед Сидор. Я помню, когда я его читала, у меня один проводной наушник не работал, и я мечтала о беспроводных наушниках. Сейчас так вспоминаю, мне так смешно. Вот. Еще был такой момент, когда, сидя на работе, когда никого не было, я завела тетрадку, и я записывала, что нужно купить для проведения ритуалов. Статуэтки, там, фортуна, Ганеш, все, что можно для обычного человека. Благовония, восковые свечи, я все это писала. Я не знаю, откуда я деньги на это найду, просто надо писать. Там, кольца нужны там, для проведения ритуалов, серебряные. И когда я вот решила купить себе кольцо с бриллиантом, как раз я ехала в ювелирный магазин, и тут мне звонит владелец, у которого я работала, говорит: завтра ты можешь не выходить, мы берем другого человека. То есть, по сути, завтра я иду в никуда, и, соответственно, где-то нужно искать новую работу. Но, несмотря на это, я все равно заехала в ювелирный магазин и купила себе кольцо. И так как я понимаю, что оно мне дальше даст толчок для проведения ритуалов, и это следующая ступенька к богатству, что нужно идти и двигаться дальше, в общем, я продолжила свой путь. Сейчас я буду вспоминать те работы, которые я часто провожу, они мне очень нравятся. Деньги с неба, вот сильный заговор на быстрые деньги. Полуночный денежный заговор, который ночью читается в 00. Вы можете для себя отмечать и тоже проводить. А знаете, мне еще нравилось, когда раньше я вот слушала голосовые людей, и люди говорят: вот я провожу денежный ритуал, именно свой, который я нашла, там перебрала, девушка, помню, рассказывала, и у меня клиентская база пополняется. По маникюру что-то помню, звонят люди, и даже не успеваю всем, в общем, маникюр делать. Я думаю, вот здорово, мне бы найти такой ритуал. Ну, в общем, что я сделала? Я взяла с сайта, распечатала текст, села читать. Есть ритуалы, которые днем можно читать, есть в любое время суток, есть вечером. То, что мне хватало атрибутов, я начала проводить изо дня в день. И просто начала искать свою работу. Также тоже можете делать вы. Также я веду сейчас тетрадку, где у меня записана дата, число, например, там, и проведение ритуалов, сколько там, один день нужно, 2-3 дня проводить. И просто вот как такая статистика идет. Кстати, это моя книга теней. Кое-что вам хотела сейчас показать. Просто вот не записываю. Вот смотрите, львиная доля. Нам понадобится красный алтарь, красная свеча, статуэтка льва. Смотрите, на тот момент у меня была всего лишь картинка льва и больше ничего. А через несколько месяцев у меня появился этот лев. Так вот, не нужно отступать от своей мечты, и нужно двигаться дальше. Это я просто к тому, что хотела сказать. Получить благословение богов. Мне очень нравится ритуал, я его читаю. Денежный шепоток Вуду, он один раз читается на кошелек. Удача армянского купца. Оживить пространство. Так, молитва Чингисхана. Этот врагов я себе сейчас на листик просто набросала. Вот ритуалы, которые я часто провожу. И знаете, вот я помню, ритуал проводила, я хозяйка своей судьбы, мечтала о телефоне, чтобы его не брать в кредит, ни у кого деньги не занимать, чтобы у меня были свободные средства, и я могла его приобрести. На тот момент у меня даже, не то что мечтать, я не знаю, вообще неоткуда было бы взять телефон. Но очень хороший телефон, который мне так нравился, он у меня есть, и я его приобрела
через, по-моему, 4-5 месяцев прошло, и я его приобрела. Хотя перспектив вообще никаких не было. То есть, по сути, это чудеса, вот, которые происходят, когда мы читаем заговоры, проводим ритуалы, относимся с уважением, чтим, почитаем богов. А мне нравится еще работа черед, дух-телохранитель. Раз в неделю, ну, по возможности, когда я там, к примеру, не забываю, я ставлю свечку, зажигаю и спиртное наливаю и благодарю своими словами. Акатава, Вуду от врагов нравится. 9 дочерей Ульгена. Очень много удачи приносит. Я его стараюсь там каждый месяц проводить. Денежное дерево. Чтобы дарили подарки. Кстати, оно есть в скоропомощнике. Оно возле окна читается. Я царь саванны. Долговая грамота. Это от врагов. Стать лидером. Спасительная чистка на дым, цавинар. Кстати, я вам скажу, после цавинар, вот когда ты проводишь ее у алтаря, а потом ты набираешь ванну, опять же читаешь, ложишься в ванну, и потом такая кожа, такая великолепная становится, такая бархатная, мягкая. Ну, в общем, омолаживается кожа. Очень хороший ритуал. Так, круг изобилия Вуду. А знаете, мне что еще нравится? Когда ты делаешь покупки, и у тебя просто несколько дней нет времени это все распаковать, потому что столько дел, столько работы. И вот такой именно кайф ловишь, что просто работы очень много. Просто нет времени даже распаковать покупки свои. Вот. Горечь полыни, вот чистка тоже мне очень нравится. Заклинание древнего Аслана, чтобы выжить. Ну, в целом, знаете, как я еще делаю? Вы тоже так же можете сделать, если вам это удобно. Первым я сказала, что веду таблицу Excel, где у меня это все записано, работы. Они идут мне по категориям. Удачи, деньги, богатство, защиты там от врагов, чистки, ну там и так далее. Потом, возле каждого я пишу, сколько раз проводить ритуал, дата последнего проведения, какие атрибуты необходимо купить. Также в Телеграме есть канал, да, «Ведьмина изба» тоже, где там тексты Яна выкладывает. Я оттуда еще беру тексты, себе сохраняю, опять же, группу, ну, как бы себе в избранное я сделала. И тоже у меня по разделам. Я просто так люблю все упорядочить. А на сайте «Ведьмина изба» тоже там есть разделы, вы для себя можете отметить ритуалы. Но вообще я вам рекомендую найти свой ритуал именно денежный, который будет ваш. Ну, соответственно, он будет не один, это будут там разные ритуалы. Вот, и читать их много, вот проводить, особенно с чертенятами хорошие ритуалы, когда ты проводишь, так приходишь на работу, там продажи идут, и некоторые на тебя начинают коситься, почему это у тебя так это покупают и на такие суммы. Ну, очень приятно, кстати. Вот, а в целом хочу сказать, что мне очень повезло, что я родилась в тот момент, и ну, давайте так, я скажу, вот честно скажу, как есть. Я рада, что я родилась в тот момент, что Инга есть сейчас, да, что вот она живая, она есть сейчас. Есть возможность слушать ее в прямом эфире, когда, ну, она проводит там онлайн-ритуалы или там беседы, видео с людьми, с Яной, да, там есть возможность общаться. Честно говоря, этому рада. Вот, что, говорится, не знаю просто, как сказать, что есть возможность книги, вот книги, да, записывать книги теней, что есть книжки в виде скоропомощников. Я не знаю, просто я, наверное, так в конце разволновалась. В общем, наверное, так коротко сказать. Я рада, что я живу в тот момент, и что вот мне на самом деле повезло,
получить вот эти ключи, говорится, вот эти ключи знаний для простого человека к удаче, к богатству, к здоровью, в общем, к своим мечтам. Наверное, хотела сказать много, сказала коротко. У меня все, и огромное спасибо.